Здравствуйте, друзья! Почему нельзя дарить часы? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор Андрей Берт. Очень интересно, почему такую полезную вещь, которая позволяет ориентироваться во времени, нельзя дарить другому человеку. В данном случае подразумеваются обычные часы. Непонятно, какие запреты действуют в отношении данного предмета. Выясняется, что часы нельзя дарить вообще ни в каких случаях. Данное суеверие существует на протяжении уже длительного времени и имеет следующее объяснение. Основные причины того, почему нельзя дарить часы. Во-первых, часы нельзя дарить потому, что в соответствии с поверьем это может уменьшить срок жизни человека, которому они были подарены. Подаренные часы могут отнять у человека целые годы жизни, а иногда даже десятилетия. Во-вторых, многие часы, преподносимые в качестве подарка, имеют острые стрелки. А согласно еще одному поверью, дарить острые предметы нельзя. В первую очередь это относится к ножам, но кое-кто сюда же относит и часы. Если учесть оба этих запрета, получается не очень приятная картина. И человеку, который знает про эти запреты, будет не очень приятно принимать в подарок часы даже в том случае, если этот подарок делается от всей души и со всей искренностью. Что сделать для того, чтобы подарить часы и не навредить при этом человеку? Но не бывает правил без исключений, равно как и не бывает нерешаемых задач. Существует способ обхода данных запретов. Если в подарок приносится запрещенный каким-либо поверьем предмет, то его в некоторых случаях можно принять, не опасаясь неприятных последствий. Нужно просто отдать за часы монетку, и тогда это будет означать не подарок, а покупку товара. И неважно, какая это покупка, главное, что она будет абсолютно безвредной. Как быть, если вы стали участником сделки, попадающей под запрет? Самое главное правило при принятии подарка – не набрасываться на человека, пытающегося подарить вам запрещенный предмет. Может, он и понятия никакого не имеет о том, что существуют какие-то запреты. Вы просто расскажите ему то, что знаете о запрете, и что нужно сделать, чтобы не попасть под действие приметы. Тогда все останутся довольными. Аналогично нужно поступить, когда вы дарите кому-нибудь какой-то подарок, в отношении которого вдруг выясняется, что он находится в группе нежелательных или запрещенных для дарения предметов. Признайтесь честно, что вы не имели никакого понятия о том, что данный предмет нельзя дарить, например, часы, и предложите все превратить в действие купли-продажи товара, продав его за символическую цену. Все перечисленные меры не касаются ситуации, когда человек сам желает получить в подарок тот или иной предмет. Тогда ни о каких запретах речи идти не может. Конечно, каждый будет сам решать, как ему поступать в том случае и что делать в отношении запретов. Однако первым делом следует хорошенько разобраться в ситуации, не принимать поспешных решений и не делать таких же поспешных выводов. Лучше всего выбрать безопасный вариант подарка, на который не распространяются никакие из известных вам запретов. При этом следует помнить, что все люди разные и не похожи один на другого. Следовательно, и относиться к вашему подарку они могут по-разному. Какие часы нельзя дарить? В первую очередь нельзя дарить наручные и настенные механические часы, а также любые другие, имеющие в своем составе стрелки. Современные электронные часы и фитнес-браслеты с часами под действие этого запрета не попадают, поэтому и дарить их можно, ничего не боясь. Кроме того, по большому счету, это многофункциональные устройства, одной из функций которых является отображение времени. Кому нельзя дарить часы? Часы нельзя дарить любимому человеку и родственникам. Это правило в первую очередь относится к тем часам, которые состоят из часового механизма, циферблата и стрелок. С электронными часами дело обстоит сложнее. Этот запрет, как уже отмечалось выше, можно обойти. Автор Андрей Берт. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.